Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10. И сегодня мы поговорим про броню. Соответственно, броня здесь, как и оружие с инструментами, делится на два основных типа. Это вот сет Виверны и сет Дракона. Давайте первый сет рассмотрим. Значит, он так же, как и броня, так же, как и оружие с инструментами, может настраиваться, да, через О. Я напоминаю для тех, кто там не смотрел, может быть, прошлое видео по этим самым. Вот по умолчанию изменение настроек GUI в разделе Draconic Evolution стоит на C, я меняю, соответственно, на O, чтобы у меня с другими кнопками не пересекалось. Нажимаю, соответственно, на O и могу здесь поковыряться в настройках. В принципе, я могу на себя надеть этот сет. Вот так вот он выглядит, интересно. Так, ну это у меня еще с тенями здесь вот, с шейдерами. Вот так вот. Вот такой вот сет. И в принципе, прямо когда он на мне надет, я могу тут поковыряться в настройках. У шлема никаких настроек нет, за исключением того, что мы можем здесь сделать зачарование какое-нибудь, например, на шипы. Так, у нагрудника тоже нет никаких особых настроек, а у, соответственно, штанов по ноже, да, уже есть настройки. Можно установить ускорение бега, вот. И есть еще параметр ослабления эффекта при ходьбе. Насколько я помню, это, соответственно, если мы вот ставим ускорение там, да, на движение, то есть когда мы просто ходим, вот у нас этот эффект отключается. Вот если я его включу, все, когда я хожу, ничего, когда я уже начинаю разгоняться, там скорость, да, он у меня включается. Ну, то есть ходьбу и бег разделяет по эффектам. То же самое касается и ботинков. То есть здесь тоже вот есть увеличение высоты прыжка, да, вот на 500 если поставить. Вот если я как бы без бега это делаю, то это так работает. Вот, давайте я тоже отключу здесь, чтобы продемонстрировать. Вот, все, выключил эффект, и можно так вот прыгать на несколько блоков. Очень прикольно. Естественно, как и оружие с инструментами, броню можно модифицировать. Вот в этом модификационном столе. Давайте достанем, посмотрим, поковыряемся в настройках. Начнем со шлема. Что мы можем прокачивать? Опять же, у сета Виверны мы можем максимум ядра Виверны использовать. 3 слота у нас свободно. Мы можем прокачать, как обычно, емкость. Также мы можем емкость щита увеличить и увеличить восстановление щита. Вот, обратите внимание, когда на нас надет, соответственно, сейчас достану. Когда мы надеваем такую вот броню, да, мы вот видим в левом нижнем углу у нас появляются еще индикаторы. Там есть, соответственно, очки здоровья и есть еще такая, соответственно, зеленая полоска, вот, и голубая. Вот эта зеленая полоска — это наш щит. То есть какое-то время, если по нам мобы наносят удары. Так, могу ли я как-нибудь продемонстрировать? Давайте попробуем. Сейчас тут что-нибудь, призыв, может быть, зомби возьмем. Так, или кто у нас может работать днем? Давайте переключусь, наверное, на ночь. Так, только ночь. Так, зомби. Так, и режим выживания. Так, и смотрим на полоску. Вот. Видите, у меня зеленая полоска начала расходоваться, но при этом у меня, по идее, сейчас не должна тратиться энергия, потому что есть какой-то определенный уровень щита. То есть до какого-то уровня у меня даже расхода по энергии не будет. Вот. Если я потом куда-то от этого зомби убегу, да, вот, то по идее этот щит через какое-то время будет восстанавливаться. Вот. Это очень удобно. То есть часть урона мы можем поглощать даже не за счет энергии, а просто за счет этого щита. И естественно мы все это можем прокачать. Вот. Так. Настройки графики, другое. Только день. Так, вот так вот. Вернемся. И так, что мы еще, соответственно, можем? Так, мы можем вот это все прокачать через модификационный стол. И еще мы можем вот, ну да, вот как раз восстановление щита мы можем качнуть, чтобы он еще сильнее был. И, собственно, его емкость. То есть, я так понимаю, что вот это на скорость влияет, восстановление щита, а это, собственно, на его емкость. Вот. Так, ну и по идее у каждого, соответственно, предмета из сета Виверны все это можно вкачать. Окей. Так, давайте дальше. По броне пойдем. Так, следующая у нас броня. Это дракона. Улучшенная. Так, здесь настроек будет побольше. Так, давайте еще для демонстрации возьму вот это, вот это. Так, посмотрим, как она выглядит. Очень такая эффектная броня. Так, как-нибудь мне на свет выйти,
чтобы мое лицо было видно. Вот такая вот эффектная броня. Вот так вот она пафосно выглядит. Вот. Давайте поковыряемся в ее настройках. Так, во-первых, шлем. Уже появляются какие-то настройки. Первое — это ночное зрение. То есть мы можем включить, можем выключить. Вот. Давайте включу ночь. Так, включим, соответственно, здесь ночное зрение. Все. Ну и по идее вот у нас эффект ночного зрения появился. Ну, у меня сейчас просто еще шейдеры, поэтому давайте я, наверное, шейдеры отключу, чтобы продемонстрировать. Вот, пожалуйста, все. Без шейдеров мы все прекрасно видим, да? Еще, соответственно, здесь есть настройка, ну, автоматическое включение ночного зрения означает, что если вы, например, по шахте бегаете, то есть у вас не постоянно включается ночное зрение, а только если это необходимо. Вот это вот со странным переводом строка означает, что мы можем включать, допустим, или выключать способность видеть узлы ауры. Вот я так вот ауру ставлю, да, допустим, я ее не вижу. Вот, и, соответственно, если я включаю этот режим, я могу видеть узлы ауры. Очень классно. Вот, то есть у нас такая совместимость получается, в том числе и с Stormcraft. Так, далее по настройкам, значит, у нагрудника тоже появляется достаточно много настроек. Можно делать вертикальное ускорение, по идее это на скорость подъема. Посмотрите, как он быстро поднимается, с ума сойти. И опускается, да? Так, модификатор скорости тоже можем выставить. Тоже посмотрите, что дает вообще, что творит. Это, знаете, особенно актуально, вот такое вот ускорение, когда вы охотитесь на дракона хаоса. Это вообще супер актуально. У нас здесь, например, для привилегий, где я играю, возможно, тоже ускорение для особой роли привилегий. Но с помощью этого, с помощью этой брони, это будет доступно для любого игрока. Так, еще что у нас тут есть? Так, еще у нас есть, так, тут можно типа настройку кнопкой делать, вот. Так, и автоматическое включение полета, тоже что-то там в формате, ну, вроде так, полет и так работает, даже без креатива, насколько я понимаю, ну-ка. Ну да, то есть я не знаю, зачем вот эти настройки по кнопкам, как бы и так вроде все, как бы вот, пожалуйста, летай как в креативе, нет проблем. Ну, здесь еще вот интересная кнопка есть, погашение инерции. Если я выключу, да, вот так вот лечу, отпускаю кнопку, у меня он еще какое-то расстояние пролетает. Если я включаю вот эту функцию, то, соответственно, у меня, отпуская кнопку, мгновенная остановка. То есть в зависимости от того, как вам больше нравится, можете настроить. Вот, ну, наверное, так прикольно, да, то есть когда вы до нужной точки пришли, отпустили кнопку и сразу остановились. Особенно если на большой скорости это делаете, так вообще. Так, далее по настройкам у нас, ну, здесь те же самые настройки, в принципе, как и у коллег из Виверны, кроме вот автоподъема. Опять же, что-то типа в формате, ну не знаю, вроде и так работает автоподъем, причем я вроде в режиме выживания. Так, ну и давайте посмотрим, что мы можем модифицировать, опять же. Так, модификация. Ну, тоже те же самые настройки получается, да. Вот, там на щит, на емкость можем настроить. Так, здесь у нас то же самое. Так, здесь у нас по ножу дракона то же самое. И, соответственно, ботинки тоже вот мы можем качать. Ну, единственное, что для сетов дракона у нас добавляется возможность вставлять, соответственно, вот такие пробужденные ядра и делать эффекты еще сильнее. Вот мы, кстати, видим, насколько у нас там восстановление щита увеличивается. Вот я с помощью ядер там получается от 1 до почти в 6 раз увеличиваю, да. Либо емкость его, например. Вот у меня по умолчанию 60, могу вкачать там до 540, например. Очень классно. То есть можно вкачать себе там, например, на емкость щита, да, чтобы там урона больше поглощать. Так. Ну и давайте покажу, как, например, какое-нибудь зачарование поставить, да. Такая же логика, как, в принципе, и с инструментами. Вот просто открываем такую кнопочку инвентарь и сюда вот кладем. Так, ну на шипы у нас, по-моему, можно, да, грудак зачаровать. Давайте проверим. Так. Ну-ка, получится у меня на шипы. Да, вот грудак у меня на шипы, соответственно, зачарился вот так вот. Все, мы видим, этот эффект у нас появился. Так, ну и что у нас осталось? Так, осталось у нас став, да, который я в инструментах не досмотрел, решил оставить другое видео. Став, по сути, является
как бы комбинации сразу нескольких инструментов. Это и оружие, и кирка, и топор, и вообще все, что можно. То есть очень мощная штука. И по умолчанию даже вот если Shift правый клик, переключаемся, да, вот 3, 5, режим 7 на 7, например. То есть даже по умолчанию у него идет 7 на 7 блоков удар. Но мы, естественно, еще это все можем прокачать, да, если вам этого недостаточно. Пожалуйста, берем модификационный стол, вставляем сюда встав. Так, и посмотрим. Посмотрите, сколько здесь много настроек, да. Опять же, емкость, область копания, глубина копания, область атаки, урон. Так, урон. Так, у нас по умолчанию 60. Если мы прокачаем, так, на максимум, можем сделать в 5 раз больше, то есть 300, например, если все ядра сюда поставим. Так, область. Максимальная 7 на 7 по умолчанию. Если мы вставим ядра, то максимально 11 на 11, то есть 2 ядра можем поставить. Так, глубина копания. Вот по умолчанию там получается сколько у нас? До 7, да, настраивать, а так можем до 11. Так, емкость мы полностью, естественно, можем прокачать там какую-то сумасшедшую, полмиллиарда, что ли, если не ошибаюсь, да? Ну, кажется, я же не ошибаюсь, полмиллиарда. Так, и область атаки у нас по умолчанию. Где здесь область атаки? 7 на 7. Можем вкачать до, боже мой, 27 на 27 просто. Ну, я думаю, здесь круче всего, конечно же, вкачивать либо область копания, либо урон. Что вам более предпочтительно, для чего вы став будете чаще всего использовать. Ну, вообще игроки больше всего обожают став использовать скорее для того, чтобы копать много, поэтому чаще всего ставят на область копания, там прокачивают, и можно еще там на урон, допустим, подкачать его. И будет такой вот крутой став. Давайте мы копнем где-нибудь. Так, здесь уже не должно быть какой-то такой проблемы, что он там траву как-то медленно копает. Сейчас проверим. Ну-ка, ну вот такая убойная штука. Но это я еще так в креативе, давайте все-таки в выживание переключимся. Ну, тем не менее, посмотрите, что творит. Это я в режиме выживания нахожусь. Вообще какая-то убойная вещь. Так, ну опять же, настройки там можно все это поковырять и у него. Вот. Скорость копания настраивать можем, да, там все это настройки. Безопасный режим можем включить, чтобы там механизмы на своей тере не ломать. Область копания все можем настраивать точно. Также вот все эти зачарования, да, там как для инструментов можем сделать. И установить, например, фильтр предметов. Так, по идее сейчас вот, видите, блоки не копаются, да, потому что я отключил. То есть туда я могу указать, какие блоки, вот, копать. Фильтр предметов, это вот я включаю, здесь вот можно через инвентарь настроить. Например, я хочу добывать только так. Почему у меня не получается? Так, а он, получается, копает только такие, да? Почему, кстати, кристаллы истинного кварца? Я этого и не знал даже, что он не может так вот. Ну, например, можно медную руду добывать хотя бы. Медную руду он будет добывать, все остальное он, по идее, должен уничтожать. Ну-ка, я включил режим или нет? Включен. Ну, может быть, я что-то не так делаю. А, это у меня здесь просто уже было откопано, прошу прощения, да. А так вот, если я новые ломаю, все. Больше камень мне не мусорит, добываем только то, что нам нужно. Какие-нибудь руды, например, и так далее. Можно алмазы покопать. Вот так вот. Ну и все, пожалуй, на этом остановлюсь. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.